даже несмотря на то, что Konami уже неоднократно заявляли о том, что они не собираются обновлять консольные и ПК-версии PES 2021, они вроде как сосредоточены над обновлением eFootball, они тем не менее продолжают загружать новые файлы для 21 части Pro Evolution Soccer. И вполне возможно, что это все-таки новая DLC, о чем мы и поговорим в сегодняшнем ролике. Я рад вас всех приветствовать на канале Realistic PES, ну и перед тем, как мы начнем, я напоминаю вам о привычной процедуре в виде лайка под этим роликом, ну и вашим комментариям по поводу услышанного и увиденного. Ну а если вы здесь впервые, то конечно же подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а мы начинаем. Как говорится, огня без дыма не бывает, и не так давно в базе данных Steam было замечено, что Konami загрузили в облако новый файл для PES 2021. Ну как сказать, недавно. На момент записи этого ролика прошло около 10-11 дней. То есть все это время в базе данных Steam, а именно в облаке, содержался один из файлов для 21 PES-ки. Что он в себе таит, сказать на самом деле очень трудно, поскольку в ноябре Konami также обновляли PES 2021 только на ПК, и тогда они обновляли только экзешник, в то время как на консолях игра не получила должного обновления. И даже трудно сказать, что они обновляли тогда, поскольку версия игры толком не обновилась, она у некоторых слетела, а у некоторых не слетела, вроде работала также исправно, и особых изменений в геймплей не было замечено, хотя мы и подозревали, что возможно с этим обновлением они ломают потихоньку игру, чтобы игроки постепенно переходили на eFootball 2022. Однако такая теория пока что не подтвердилась. И естественно, после всего этого возникают мысли о том, что это может быть одной из потенциальных DLC для 21 части, которая обновляет базу данных предыдущей части футбольного симулятора от Konami, как они это сделали на мобильной версии игры. Ведь, как вы все помните, там база данных актуальная на сезон 21-22, в то время как консоли остались без чего-то подобного. Однако эта теория рушится на том, что Konami сами говорили о том, что подобное обновление им не позволяет выпустить какие-то технические проблемы, в то время как на мобилках они его спокойно выкатили, на ПК и консолях им это что-то мешает. И поэтому шансы на то, что этот самый файл это потенциальная DLC для старшей версии PES 2021 очень сильно падают. И тем не менее, ответ на наш вопрос мы можем узнать уже очень скоро, ведь как вы все должны помнить, Konami всегда загружали файлы для 21 части, для 20 части за 2 недели до их релиза, чтобы проверить их работоспособность, ну и как это все будет выглядеть в игре. И на момент записи этого ролика прошло уже около 11 и 12 дней. А поэтому мы можем ожидать, что на 15-й день они вполне могут выпустить это сама DLC. И этот самый день приходится на четверг, когда Konami и выпускали различные обновления, будь то обновление базы данных, обновление составов и тому подобное. Поэтому вполне возможно, что вместе с геймплеем UFL мы также получим какие-то изменения и в PES 2021. Это, конечно, еще не факт, но так или иначе. Хотелось бы верить, что Konami также выпустят обновление базы данных и для консольной версии PES 2021, поскольку это немножко, нечестно, согласитесь, что у мобильных игроков она присутствует, эта самая обновленная база данных, а у консольщиков и ПКшников не совсем. У ПКшников еще не все так плохо, а вот у консольщиков, в свою очередь, совсем все печально. Ну а ваше же мнение по поводу услышанного я буду ждать в комментариях под этим роликом. Как вы думаете, что за файлы загрузили Konami в облако для PES 2021? Ваши варианты жду в комментариях под этим роликом. Ну и помимо комментариев, не забывайте поддерживать данный ролик своими лайками, поскольку это также немаловажно. И именно ваша активность помогает каналу. Ну а если находитесь здесь впервые, то можете подписаться, а можете не подписываться. Ну и если вы подписались, то обязательно прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на нашем канале. У меня на сегодня все, и я всех благодарю за вашу поддержку. Услышимся уже очень скоро на канале Realistic PES. Всем пока, дорогие друзья!